имя Отца и Сына и Святого Духа. Возлюбленные, взывает к нам Иоанн Богослов. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. В этих словах мы слышим краеугольный фактически камень нашего христианского вероучения. Но как же нам приобретать такую любовь к Богу, к людям, как взывает святой апостол? Возьмем пример, ответ на этот вопрос от примера ныне празднуем святого великого угодника Божьего, юбилей которого мы празднуем в этом году, 50-летие, святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, который до того возлюбил Господа Бога и людей российских, что он стал всероссийским пастырем. Он до того возлюбил Бога, что в каждый день он служил божественной литургию и наслаждался этой литургией, наслаждался молитвою. В каждый день просыпался в 3 часа утра, готовился к службе, служил утреннюю, служил все часы, служил литургию. После чего он продолжал пребывать в молитве в течение всего дня, до позднего вечера или ночи. В этом он проявлял свою любовь к Богу. А дальше проявлял свою любовь к людям тем, что непрестанно помогал, навещал нуждающимся людям, нуждающихся людей все время, везде и повсюду. До того дошло, что он раздавал все то, что он имел, нуждающимся в Кронштадте и в окрестных городах. До того дошло, что епархиальная власть переставала посылать ему награждение, посылать ему его состояние, потому что он тотчас отдавал все это. Часто выходило так, что он уходил из дома навещать больных, нуждающихся, бедных, и возвращался без туфлей, без пальто, потому что он раздавал все это нуждающимся. И когда его спросили, а что тебе нужно, отче? Он ответил своими словами, что мне нужно? Ничего мне на земле не нужно, кроме самого необходимого. Что мне нужно, что самое необходимое, мне нужен Господь, нужна благодать Его, Царство Его во мне, на земле, место моего странствования, моего временного пребывания. Нет ничего собственного моего, все Божие и все временно, все предназначено временным услугам для меня. Что мне нужно? Мне нужна истинная, христианская, живучая, деятельная любовь. Нужно любящее, жалеющее ближних сердце. Нужна радость по их довольстве и благополучии. Скорбь об их скорбях и болезнях, об их грехах, слабостях, беспорядках, недостатках, несчастьях, бедности. Нужно сочувствие теплое, искреннее во всех обстоятельствах их жизни. Радость радующимся и плач с плачущими. Хватит давать место самолюбию, эгоизму, стараться жить только для себя и приобретать все только для себя. И богатство, и сласти, и слава мира сего. Хватит не жить, а умирать, не радоваться, а страдать. Носав в себя яд самолюбия, ибо самолюбие есть яд, непрестанно подавляемый в наше сердце сатаной. Вот как взывает великий угодник Божий, как нам нужно любить, что нам нужно в нашей жизни земной, и как часто мы это забываем. Потому что так часто бывает так, что мы ленимся даже ходить в церковь раз в неделю, не говоря о субботе службе, не говоря о праздничной службе, не говоря о тех, которые приходили на литургию каждый день. Как редко мы причащаемся до Христовых тайн, а этот угодник Божий, как некоторые другие, ежедневно питались этой благодатью, без которой они вообще и не могли жить. И как раз это понимал угодник Божий,
что когда мы притягиваемся к земным нашим нужным больше, чем к небесным, мы теряем это желание, это пламенное вожделение быть с Господом. И действительно, этот угодник Божий, который в течение всего дня служил и помогал людям до позднего вечера, до поздней ночи, до вечерних богослужений, действительно давал всю свою жизнь на это служение Богу и людям. Слава Его молитва, об силе Его молитвы промчалась по всей России. До того, что люди не только из стольного города Петербурга приходили к Нему в церковь, а изо всей России совершали паломничество, чтобы хоть получить благословение от Него, чтобы послушать Его проповеди и чтобы поисповедоваться у Него общей исповедью. Потому что столько много народу было, что физически невозможно было исповедовать всех наедине. Но когда стояла тысячная толпа, и он читал молитвы и общую эту исповедь, каждый чувствовал, что он будто бы этого человека обличал. Мои грехи обличаются перед всеми. Батюшка говорит обо мне. Так люди чувствовали благодать этой исповеди. И он поднимал свою петрохиль над этим народом, над этой толпой. И все они падали на колени с сокрушенным сердцем, искренне каялись в своих грехах. И тысячами причащались из рук этого великого святителя. Вот, братья и сестры, пример любви Христовой, пример истины Христовой, который Он показывал нам. И Он является фактически современником нашим до некоторой степени. Потому что Он же только лишь скончался в начале 20 века, в котором многие из нас родились. Величайший поклонник Его, наш дорогой святитель Иоанн Шанхайский, именно наподобие Его жизни, святого Иоанна Кронштадтского, провел и свою. Таким же образом служа литургию в каждый день, пребывая в молитве все время, помогая ближним, нуждающимся везде и повсюду. Так, братья и сестры, есть среди нас примеры этого христианского благочестия, этой христианской любви. Вот кого мы должны подражать во всем и таким образом просвещать тьму этого современного нашего мира. Oh, what great happiness and bliss, what exaltation it is to address oneself to the Eternal Father. Always, without fail, value this joy which has been accorded to you by God's infinite grace, and do not forget it during your prayers. God, the angels, and God's saints listen to you. St. John of Kronstadt, whom we celebrate this year particularly because of the 50th anniversary of his glorification by the Russian Orthodox Church outside of Russia, speaks to us of the joy of prayer, of the joy of being in communion with God, a joy that we so often deny ourselves because we find ourselves going to prayer because we have to. We find ourselves coming to church because we're supposed to. Doing the things that we do not out of love or desire, but out of obligation. And while in our weakened state that might be a good first step, it must be only a first step. I've used this example many times before. Consider when we were younger, how we courted one another before we were married. How we made a special effort to go out to see each other. We went out of our way to buy each other little gifts or do something special one for another. Did we do this because we had to? No, because we wanted to. Did we want to be with each other out of obligation? No, because we wished to be there. We wanted to be together. And so our Holy Father John teaches us this. The desire to be with God all the time and in all things. And he lived that life. Indeed, celebrating the Divine Liturgy every single day of his life if he could. Otherwise, being in prayer constantly, even to the end of his days, where he could no longer physically serve the liturgy, they would bring his bed into the altar, where he would pray together with the priest serving and receive the holy gifts every day. Every penny he had went to someone else. Millions of dollars, literally millions, that were donated to him were passed simply through his hands to so many others who were in need. St. John was called to this service from his youth, for he recalled a dream
that he had as a child, which repeated itself many times, where he saw himself as a priest walking into a certain church that he had never seen before. And after he graduated the theological seminary in the Academy of Petersburg and was ordained into the priesthood, he was assigned to his first, which turned out to be his only parish, at St. Andrew's Cathedral in Kronstadt, where he walked into that cathedral and suddenly recognized it as the one that he had seen in his dreams for so many years. Recognizing this as a sign from God, he wholeheartedly dedicated himself to that service and did so unendingly until the end of his life. But Father John, although beloved throughout all of Russia, was not beloved by all, because he stood staunchly against the tide that was now moving through Russia at the end of the 19th, the beginning of the 20th centuries. It was he who stood from the Ambohus church in front of thousands of people and cried out to them, begging them, come back to God, you lost sheep. Come back. Those of you who will foolishly follow those who take on these Western ideals of atheism and intelligentsia. He criticized Lev Tolstoy vehemently for his stance against the church, for his stance against faith, for his stance against the way God ordained government to be. And for this, he was staunchly criticized by the left. By this, he was even attacked, physically, beaten, stabbed, wounded, for his stance against the unrighteousness that he saw unfolding before him. And indeed, he lived to see the revolution of 1905 and saw that already his efforts, as great as they were, had to be redoubled. And even as great as those efforts were, he then began to proclaim to them, as if an Old Testament prophet, that which was coming. The horrors that would befall the nation because they had turned away from God. And what frightens me in these very examples is the fact that we see our own nation doing the exact same thing. Because St. John, in one of his writings, once wrote that if fear of God is the beginning of wisdom, then when one denies God, then one has no wisdom and begins to slowly lose his mind. We begin to see apostasy in the worst forms, immorality, things unthinkable in a civilized society taking place openly before our eyes. And for these unrighteous things, God will send down his punishment. Do you not recall Noah? Do you not recall Abraham? Do you not recall Babylon? Do you not recall the fall of Jerusalem? Do you not recall all of the examples God has given to us in the Old Testament of what will be if we turn our face away from God? And indeed, the same thing did happen in Russia. And I fear for the same types of things to happen here in our homeland today. So what can we do? Let us do as he did. Let us truly dedicate our lives to that prayer, to that communion with God, to find his strength within ourselves, to become a light to those who are lost in the darkness that surrounds us. And even in this, Father John gives us hope. Do not be despondent when fighting against the incorporeal enemy, but even in the midst of your afflictions and oppression, praise the Lord, for he has found you worthy to suffer for him by struggling against the subtlety of the serpent and to be wounded for the Lord at every hour. For had you not lived piously and endeavored to become united to God, the enemy would not have attacked and tormented you. Therefore, do not fear the conflict and do not flee from it. Where there is no struggle, there is no virtue. Our faith, trust, and love are proved and revealed in adversities, that is, in difficult and grievous outward and inward circumstances during sickness and sorrow. So indeed, if such a great man calls unto us to dedicate our lives and showing us example as to how to do that, let us indeed follow that example. Let us indeed be that light. Let it begin here, today, in our families, in this parish, in our church, in our community. And maybe indeed that light will shine forth to the rest of the world, guiding us back to the truth and righteousness